Что у нее с другим? Давай посмотрим вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Итак, мои хорошие, кто-то из вас практикует какие-то такие, знаете, то ли это релаксирующие какие-то практики, да, медитация, может быть, да, больше стали уделять внимание себе. Устали от какой-то житейской суеты, решили заняться собой. Кто-то занялся своим здоровьем, кто-то, может быть, пошел к психологу, кто-то сам себе психолог, да, вот какие-то практики начали изучать. Причем это произошло после, может быть, нелегкого такого вашего момента, связанного, сейчас мы уточним, с чем. Здесь жизнь была не мила. Ребят, смотрите, я не хочу углубляться, чтобы не бередить вам душу. Здесь было очень тяжелое расставание с женщиной корыстной, продуманной, финансово ориентированной. Но если бы не ваши близкие, может быть, родственники, друзья, вы бы, реально могли либо же загреметь в больничку, кто-то, может быть, и пролечивался, подлечивался, потому что потеряли, очень большую часть здоровья после стресса, да. Поэтому спустя какое-то время вы решили пожить для себя. Может быть, даже сейчас вы живете для себя. И не потому, что вы такой вот эгоист, там, да, либо еще как называют, а просто решили немножечко поменять свою жизнь, свой ритм жизни, свой темп жизни, потому что раньше вы жили для других, для женщины, для детей, там еще для кого-то. А теперь у вас произошла глубокая такая трансформация. Много думали. В тот период, когда вам не хотелось ни с кем общаться, либо же сейчас, может быть, кто-то проходит такой период, вы много чего поняли, кто-то сделал работу над ошибками, кто-то принял для себя важные решения. И как раз давайте сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, ребят, вот что вы, может быть, важного приняли, какое решение приняли после того кризиса расставания, да? Может быть, вы решили, к примеру, может быть, вы решили не позволять больше никому вытирать о себя ноги. Может быть, вы приняли решение, что вы больше не будете давать деньги женщине, если будет она в дальнейшем, да, вот какие решения, мне очень интересно почитать ваше мнение. Вот как-то вам все везет на женщин. Причем, может быть, даже не одна женщина в вашей жизни были какие-то вот то ли продуманные, то ли корыстные. Причем, да, они, конечно, были довольно недурны собой, были красотки такие, довольно симпатичные женщины. Но то, что очень любят красивую жизнь, это однозначно. Далее, ребенок у вас либо же есть, либо... Смотрите, у кого нет детей, вы, может быть, даже вот как-то уже переживаете по этому поводу, потому что здесь может и возраст поджимать, и вы реально суетитесь, переживаете, что детей как бы нет, да, потому что нет женщины, от которой можно было бы родить ребенка. Смотрите, ребят, опять-таки мне показано, что на ком-то из вас есть магическое воздействие, порча по-простому. Это касается тех, кто, может быть, сейчас вот погряз в черной полосе. Сюда можно отнести разные ситуации, поскольку это общий расклад, я просто в общих чертах расскажу. У кого-то это проблемы по здоровью могут быть, когда врачи не находят никакой болезни, да, вот вы вроде бы обследуетесь, ничего не находят. Это может быть плохое самочувствие, непонятно, что с вами происходит. Утром встаешь, сил нет, да, вроде бы ты выспался, а сил нет. Это перепады настроения, это повышенная агрессия. У всех по-разному может быть.
Это могут быть проблемы с работой, да, ты либо же не можешь найти, либо же появляется работа, и каким-то образом тебе приходится либо увольняться сразу же, либо же закрывается это место работы. Ну, то есть какие-то неприятности происходят. Личная жизнь сюда можно отнести, да, вот финансы, все что угодно. То есть у кого вот есть подобные какие-то состояния, но здесь без чистки, ребят, вы не обойдетесь. Поэтому добро пожаловать. Если у кого есть такие признаки, телефон под видео, записывайтесь. Потому что здесь ну, довольно сильная порча. Я не пугаю, говорю то, что вижу. Здесь реально вам нужна помощь. Иначе просто ну, погрязнете в этом болоте, у кого это есть. Далее, вы человек, который, знаете, вот как будто вы жили в мире иллюзий. Вот вы по жизни пытаетесь оправдать тех людей, которых уже не стоит и не следует вообще оправдывать, они того недостойны. Может быть, по своей какой-то доброте душевной, может быть, кто-то даже по наивности. Ну, вы закрывали часто глаза на те моменты, после которых нет прощения человеку. Давайте-ка вот уточним, чего это касалось. Ну, конечно же, это касалось женщины. Все проблемы из-за женщин, правда, ребят? Смотрите, мне показано, что кто-то из вас, опять же, когда-то уже выпадала такая ситуация в сигнификации, и снова она повторяется. Кто-то из вас, возможно, воспитывал не своего ребенка. Вы можете об этом догадываться, кто-то может знать об этом, могли быть конфликты по этому поводу, да, вы, может быть, из жены своей бывшей пытались выудить эту информацию. Поэтому здесь много разных недоразумений в вашей жизни. Вы, помимо того, что вы еще можете и накрутить себя, конечно же, вы фантазер еще тот, но были такие моменты, которые, может быть, даже до сих пор вам не дают покоя, как будто не нашли ответы на свои вопросы. Вот так, наверное, правильно сказать. Потому что у каждого это свои вопросы вот по поводу личной жизни, да, по поводу, может быть, каких-то взаимоотношений с вашей женщиной. Вы до сих пор можете не найти ответы. Вы можете ломать голову, вы можете и так, и сяк, да, вот пытаться найти ответ, но почему-то у вас пазлы не сходятся. Напишите, у кого такая ситуация проигрывается. Ну, мои хорошие, давайте-ка смотреть, что же у нее с другим. Почему-то мне захотелось сделать такой расклад сегодня, потому что я знаю, что есть среди вас те, которые и неравнодушны до сих пор, а кто-то просто вот ради интереса посмотрит, да, вот счастлива ли она без вас. Какая женщина к нам сейчас пришла на расклад? Давайте-ка разбираться, что же за женщина. Знаете, вот она, если устраивает скандал, то всем мало не покажется. Она очень конфликтная, может быть, даже в последнее время такой стала. Когда-то раньше она такой не была. Она вот как будто вообще прошла трансформацию за тот период, когда вы были вместе. Потому что то, какой вы ее встретили, и та, которая вот была при разводе, это две разные женщины. Она настолько поменялась, и вы это понимаете. Да, она довольно такая трудолюбивая, она много чего может, она много чего умеет. Она, в общем-то, сильная женщина и сильная энергетика у нее. У нее может быть довольно крепкое словцо. А если человек говорит что-то на эмоциях, да, особенно если что-то негативное говорит, как правило, это сбывается. Поэтому она бывает довольно глазливой, вот что-то скажет, что-то подумает. Я думаю, вы это тоже знаете, на себе ощущали. Вот, ну, на пустом месте вот что-то скажет и сглазит, да? Поэтому, ну, такая она, не очень приятным человечком она стала. Вот трансформация у нее пошла не в ту сторону. То есть она стала не еще лучше, а стала наоборот вот как-то вниз спускаться. Здесь могли появиться вредные привычки. Здесь такой какой-то характер, я даже не знаю, как назвать.
вспыльчивый, сварливой какой-то она такой стала, может унижать по поводу без повода. Ну, в общем, если коротко, вы от нее натерпелись. Но я вам скажу уже то, что я начинаю видеть в раскладе. Свое она получит. Она уже начинает получать от жизни бумеранги. Давайте-ка смотреть, что же у нее вообще на личном фронте, да, либо же, ну, если кто-то живет, давайте мы можем, в принципе, отдельно посмотреть, потому что разные женщины, кто-то живет с мужчиной, кто-то просто встречается, можно посмотреть. Давайте те, кто встречается, сначала посмотрим. Вот вы знаете, что она сама, да, ну просто женихи, жезлы у нее меняются. Ну, в общем-то, да, она продолжает нравиться мужчинам, но они для нее это деньги, деньги, комфорт, это выгода, понимаете, пока у нее есть деньги, вернее, пока ей дают деньги, она будет с этим мужчиной, она будет встречаться с этим мужчиной. Как только деньги закончатся, либо подарки уйдут, либо уменьшатся, она пойдет искать других. Любви нет никому. Человек, который, ну, на данном этапе, в принципе, она и раньше такой была, может быть, вы и не замечали, любит только себя. Вот любит себя, любит, когда все для нее. Ну, такая довольно эгоистичная натура. Ей очень понравилась свобода. Ей нравится вот то состояние, куда хочу, туда лечу, что хочу, то и делаю, да. Деньги, деньги, комфорт – это та ее цель по жизни, которая ей очень сильно сопутствует на данном этапе. Но придет время, и все станет на свои места. Что произойдет? Она начнет получать бумеранги от высших сил, начиная от проблем со здоровьем, заканчивая, здесь даже может немножко уехать психика, хотя я не исключаю, что и сейчас у некоторых из ваших бывших может проиграться, уже она уезжает, может творить какие-то неадекватные вещи, говорить что-то неадекватное, хотя все равно продолжает, вот я вся такая, раз такая, я королевишна, но что-то чудит. Можете написать, ребят, если у кого-то уже есть такие вот факты. Жезлики, вот которых она использует, назовем их так, до поры до времени. Мужчины очень быстро будут в ней разочаровываться, будут ее пользовать просто как какую-то, ну, грубо говоря, подстилку. Потому что любой нормальный мужчина, вы знаете это по себе, ну, просекается очень быстро, когда женщина любит, это видно, это чувствуется, и когда она корыстная. Поэтому очень быстро все ее жезлы, а у нее много и было, и будет мужчин, вы можете себе представить, ну, простите за мой французский, но я считаю, это помойка, да, когда много жезлов, то это уже женщина-помойка, но по-другому я никак не могу назвать. Ничего хорошего ее не ждет. Ждет одиночество, ждет состояние, когда крыша уезжает, когда депрессия, состояние одиночества, характер у нее начнет портиться еще больше, будет конфликтовать еще больше со своими окружающими. Причем я не исключаю, что она может под каким-то предлогом еще и с вами начать конфликтовать. Здесь могут быть, знаете, истории, когда она даже к вам проявится, может быть, уже к кому-то проявлялась, просто, ну, с какой-то такой претензией, как будто вы что-то не дорешали, не договорили, вот какие-то тупые, глупые наезды будут. А вот ты мне то не сделал, а вот ты у меня это забрал, да, ну вот какие-то глупые такие, я даже не знаю, вот каким словом можно это назвать. Это такие наезды, которые она сама себе придумала, поскольку уже психика у нее нарушена. Будет очень такая желчная дамочка, она очень склочная. Ну, в общем, не хочу больше про нее, ребят. Я думаю, вы поняли. Те, кто знает, вот, что она просто прыгает по жезлам, что она не живет ни с кем, то, в общем, ситуацию вы поняли, да, что ничего хорошего там не предвидится. Так, сейчас одну минуточку. Так,
Смотрим дальше. Теперь я хочу посмотреть, поскольку, если вы знаете, допустим, что ваша бывшая уже живет с кем-то, неважно, вышла она замуж, не вышла, гражданский брак. Просто, я думаю, вам тоже будет интересно, счастлива она там или нет. Кто в отношениях? Смотрите, здесь тоже мне показано, что какой-то период, да, какой-то период она была в шоколаде, поскольку она вышла замуж, либо же живет с мужчиной, далеко не бедным. Она, в общем-то, с ним живет только ради денег и комфорта. Поскольку у нас уже выпало, да, в начале, вот что женщины, которые любят комфорт. Хоть та, что прыгает по жезлам, хоть это, что живет, неважно, они любительницы денег. И, ну, здесь не попишешь. Мужчина, который рядом с ней, да, он влюбился в нее, да, он впахивает, он готов ее любить, кружить, но придет момент, когда она и ему наставит рожки, и это будет конец всему. Это будет конец отношений, это будет конец ее красивой жизни. Потому что дальше у нее пойдет печалька, мои хорошие. Будет пытаться даже, возможно, привязывать этого мужчину ребенка. Причем это будет такой, знаете, ему удар в самое сердце. Удар, ну, в принципе, вы по себе знаете, что когда мужчина любит и узнает про измену, ну, это даже удар ниже пояса, наверное. Поэтому, что я вам скажу? Дамочка, которая умеет играть в любовь ради денег, да, она умеет, когда ей нужно, она очень красиво притворяется. А мужчины ради нее тогда впахивают. Когда она с этим разойдется, который вот сейчас, да, однозначно она с ним разойдется, вы сами видите, у нас башня выпала. Она долго грустить не будет. Не будет она долго грустить, ребят. Она не будет страдать ни за кем, потому что она, наверное, все-таки не умеет любить ничего и никого, кроме денег. Как-то вот грустно и печально, правда? Она будет искать очередного вот такого, ну, я не знаю, дурачка или как назвать, простите за мой французский, я не знаю. Для нее вот мужчины это реально, ну вот как я назвала, не хочу повторяться. Это разводники, это кидалово. Это мужчины, которых можно пользовать, пока у них есть деньги. Я бы, знаете, я бы не хотела быть в отношениях, где партнер играет роль любящего, а она играет роль. Мне просто жаль этого мужчину и тех, которые потом могут появиться. Но серьезных отношений у нее больше не будет. Вот если она сейчас живет с мужчиной, она с ним разойдется, дальше у нее таких вот отношений не будет. Это будут временные прыжки по жезлам, это будут опять-таки притворства, пока есть у мужчины деньги. Это моменты игры, игра в любовь, игра в страсть. Хотя вот счастья-то нет. Ну, попрыгает она, да, денежные короли ей нужны. Все, больше ничего. Я не исключаю даже, что кто-то из ваших бывших может уехать на ПМЖ за границу. Потому что там будет опять-таки какой-то заморский принц, которому она может рассказать о любви, с которым можно кружиться, да, с которым можно строить планы. Но вишенка на торте – это все вранье, мои дорогие. Как бы она ни кружила головы мужчинам, больше у нее не будет серьезных отношений. Так она и будет в одиночестве, со своим враньем, со своими какими-то интрижками, да. В общем, что я могу вам сказать? То, что вы разошлись, это все к лучшему. Как бы это ни казалось грустно и печально, но жить с такими женщинами, которые обманывают, которые предают, которые топчут вашу любовь грязными сапогами. Я считаю, здесь не о ком жалеть, ребят. Подумайте, те, кто страдают, кто хотят вернуть, вот подумайте над словами, которые я произнесла.
Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!